Осака. Национальная кухня Японии и город самых шумных и позитивных японцев, жители которого живут по местным правилам и зачастую своим поведением раздражают все остальное население страны. Город, который соединяет всеми любимый Киото, гламурный Кобе и Нара с ее оленями. Итак, Осака. Что это за город такой? Что в тебе есть и с чем тебя едят? Это мы и попробуем выяснить с вами в этом выпуске. В ближайшие полчаса мы пробежимся по главной фуд-улице Японии, соберем свою пачку лапши на заводе, выясним, что за пингвин раскинул свои ласты в парке Экспо-70 и почему осакцы занимают правую сторону эскалатора, в то время, когда вся Япония левую. Ощутим атмосферу японского кафе, познакомимся с Осакским замком и его окрестностями, разберемся, сколько стоит жить хорошо, ну и еще парочка интересностей будет, так что настраивайтесь. Бутылку, правда, изобрел англичанин. Но пока пара-тройка фактов об Осаке. Город расположен в южной части острова Хонсю, третий по величине после Токио и Йокогамы. Здесь проживает 2 700 000 человек. Осака подарила миру гелевую ручку, лапшу быстрого приготовления, а осаковец Дайски Иное изобрел караоке. Только в Осаке становится на правую сторону эскалатора. В Осаке имеется свой диалект, которым она гордится. А самая ценная похвала для осакца – сказать ему, что он веселый. Поезд из аэропорта привозит тебя в самое сердце Осаки, а точнее ее желудок. Ведь у осакцев еда превыше всего. И дотамбори – это как раз таки про еду. Огромные крабы, раздутые фугу, гигантские суши, полчаса осьминогов от больших и отпугивающих до милых зазывающих зайти. Какой-то сомнительной внешности кукла Куидаоры Таро, с которой все фотографируются. Куидаоры по одной из версий означает «ешь пока не лопнешь» или «ешь до упаду», что я и собираюсь начать делать через пару минут. Шум дотамбори не утихает с начала периода Эдо, когда местный предприниматель по имени Датон, решив улучшить торговый поток в регионе, стал расширять речушку для лучшей проходимости лодок. Отсюда Датон и Бори, что означает рыть или канал. Кстати, кто знает, какая самая главная достопримечательность в Осаке, с которой стоит сфотографироваться, да? Ну и возможно вы подумали, что Осакский замок. Но нет. Вот он, вот этот парнишка сзади меня. Рекламный щит компании Глика. Висит он здесь уже с 1935 года, и это уже его 6-е поколение. Фото с ним скажет любому, что вы были не где-то еще в Японии, а именно в Осаке. Фоткаются с ним круглые сутки, и кто как может. Даже собаки, и те не прочь запилить с ним фоточку в инсту. Это все похоже на кораблик с 8 пассажирами, и я как какой-то монстр буду сейчас это все поедать. Берем капитана. Осакцы, они действительно помешаны на том, чтобы вкусно покушать. Я не знаю, слышно или нет. Сейчас играет гимн такояки. Такояки, такояки. Здесь есть одна узенькая улочка, более напоминающая даже щель между зданиями, и ее замечают немногие.
Из шума и суеты ты попадаешь в другой мирок, сделав буквально 2 шага направо. Похоже, тут просто кладезь исторических сведений по этому району. Жаль только, что нет английской версии. А еще есть сказка. Вот как положено неприятной внешности отрицательный герой. Красавица-заложница. Открываем дверцу и наш Малдау-Дау. Это японская версия мальчика с пальчик. Он в чашке, отправляется по реке, находит злодея, учит его жизни и освобождает красавицу. На самом деле это место, где ты можешь вытянуть предсказание о Микудзе, предварительно бросив 100 йен. И рассчитано здесь на честность. Но вернемся к Дотамбори. Ночью этот район не менее живой и красочный, а еда в вечернем освещении выглядит еще аппетитнее. Вдоль реки здесь можно найти спокойные уголки, чтобы вот так посидеть. Но в целом это шум, гам и движ. На улицу выходят местные таланты. На такие праздники, как Хэллоуин, это вообще вынос мозга, особенно спинного, так как поток людей тебя просто уносит. Потом ты попадаешь в такую пробку, что твое тело тебе уже не принадлежит. Настоящий go with the flow. Хэллоуин по-настоящему раскрывает японскую фантазию, а еще ярко показывает, что японцы стайные создания и предпочитают совместную активность, а не выделяться поодиночке. А еще это место прославилось вот чем. Надпись гласит не прыгать, не нырять, и тем не менее желающие находятся. На такие большие праздники, как Хэллоуин, Новый год или победу местной бейсбольной команды, обязательно есть те, кто прыгает в этот канал. Все началось с того, как в 1985 году осакцы праздновали победу Хансин Тайгерс в национальном бейсбольном матче впервые за 21 год. И одному перед игрой угораздило поспорить, что в случае их победы он прыгнет в канал. Дурной пример оказался заразителен, и традиция жива по сей день. Кто только туда не прыгал, даже основатель KFC побывал там, и ему помогли. И своего спасения он ждал долго, его смогли найти только через 24 года во время реконструкции канала. И японцы были бы не японцами, если бы они не сделали из этого целое событие. То, как доставали Колонела из реки, показывали на всю страну. И сеть KFC даже выпустила вот такой брелок, где у нас здесь старый Колонел, потрепанный жизнью, и новый. И надпись гласит: с возвращением Колонел. Опа, новый. Только дело в том, что у вот этого потрепанного жизнью не должно быть здесь левой кисти. Я не знаю, почему она здесь есть. Его достали, увезли в музей, но левую кисть так и не нашли, и она до сих пор в реке. Так что приезжайте, ныряйте, найдете, на японское телевидение уж точно попадете. Шучу, не ныряйте, довольно грязно, глубоко, опасно. Неизвестно, кто там может плавать. А в 2019 во время празднования новой эпохи рейва произошел курьезный случай. Впечатлительные, не смотрите следующие 10 секунд. Парень явно накопил плохую карму за прошлую эпоху. К счастью, все обошлось. И хоть власти и просят прекратить это безобразие, веселый народ не изменяет традиции. И здесь нужно сказать пару слов об осакцах. Исторически, будучи торгашами, это не могло не отразиться на их поведении. Они менее формальны, более открыты, нежели их соседи киотцы или токийцы. Осакцы порой вызывают удивление своим беззаботным отношением к вещам. А еще чаще испанский стыд соседей. Ну и веселят тоже нередко. Вот парочка примеров. Полицейские, проезжая на велосипедах, увидели пьяного, лежащего на краю тротуара. Они ему: «Эй, дядя, тут нельзя лежать, где твой дом?» Он им отвечает: «Здесь, этот район мой дом». На что они ему: «Ох, ну и большой же у тебя дом, ну бывай, ты только не простудись». После чего сел на свои велосипеды и поехали дальше. Ну или вот, велосипедист стоит на светофоре. Рядом останавливается минивэн. Открывается форточка, и оттуда бабушка: «Ой, милок, такая жара на улице, а ты молодец, стараешься, педали крутишь. Ну вот на тебе, водички хоть купи себе попить».
И еще не самый приятный пример, отражающий менталитет осакцев, это количество ДТП на перекрестках. Нет, но судите сами, зачем ждать зеленый, если по сторонам чисто? Ну догадайтесь, что это. Один из самых популярных напитков в летнее время в Японии. Я даже скажу больше. Один из символов лета Японии. Существует издревле, существует уже с 19 века. Ламуне, лимонад. Я не знаю, как правильно его назвать. Рамуне. Японцы произносят рамуне. Бутылку, правда, изобрел англичанин, но прижилась она хорошо именно вот здесь, в Японии, и именно компании, которая производит лимонад. Мастер-класс, как правильно пить ламоне. Так, открываем. Ой, это было не совсем правильно. В таком оно у нас виде, да? Мы снимаем эту пробочку, разбираем ее на две части. Разбираем на две части, и значит, что мы здесь имеем? Видно, нет? Вот здесь имеется шарик. Шарик, который под давлением, под действием газа, он стоит вверху, да? Попытка номер один. Как не надо делать. Берем эту пробочку. Вся фишка этого напитка в том, что ты пьешь, и шарик под давлением газа опять застряет вверху. И тебе надо взять опять пробку, опять его толкнуть. Надо пить так, чтобы он не застревал под определенным углом. Примерно вот так. Дубль 2. Как правильно делать? Нам нужно будет нажать. Нажать так, чтобы не быть всему в лимонаде, да? В общем, как я это делаю. Поближе буду снимать, чтобы было видно. Так, значит, смотрите. Блин, что-то в этот раз мне не фартит. Да что такое? Так, попытка номер 3. Я еще раз попробую открыть, как я всегда открываю. Я не знаю, почему в этот раз... Да что такое, опять пробка упала? Почему в этот раз у меня не получается? Смотрите, еще раз показываю, как правильно открывать эту бутылку. Пробочку разобрали, предохранительное кольцо убрали. Берем. Фишка вся в том, чтобы нажать и крепко удерживать, не давать выйти газом, чтобы они выходили не спеша. Итак, сейчас я это попробую сделать. Нажимаю и крепко удерживаю. Приотпускаем. Все. Газы выходят не спеша. И вуаля! Ни одной капли не пролито. Вот он, шарик катается. Ну не прелесть ли, а? Вкусный. Ну и последний вариант. Классический вариант, как пить этот ламоне. Честно говоря, боюсь я пробовать этот вариант, но куда деваться? От разного производителя, они в разных бутылках, есть пластмассовых. Всем советую найти именно вот где после горлышка бутылка опять сужается и шарик падает именно вот отсюда, он не падает на самое дно. Потом, конечно, можно разобрать и достать этот шарик, и у детей просто эти ящики, целые коробки шариков собирают, за что этот напиток дети любят. Ты пьешь и развлекаешься заодно. Руки липнут. Я не знаю, как камеры и треноги теперь разбирать. В реке помыть их, что ли? Обязательно пробуйте, но будьте осторожны с ним. А я пошел мыться.
Итак, красавец с крышей мятного цвета. Честно говоря, сначала я хотел обойти его стороной, почитав отзывы, что это новая постройка, обычный музей и так далее. Но в конце концов я все-таки заглянул в пару дырок этого замка. Да, внутри он выглядит вот так, как будто ты попал в 90-х в муниципалитет, чтобы получить справку какую-то или печать. С той разницей, что здесь ты можешь поставить печать самостоятельно и сколько раз хочешь и куда хочешь. Да, это популярная тема в Японии, дети и подростки любят собирать печати с достопримечательностей в специальные книжечки, называемые госюин. А есть же те, которые просто лепят печать на памфлет, который дважды не посмотрят потом, он полетит в мусорку. Подсказки. Так, берем этого друга. Где верх, где низ? А, вот написано вверх. У замка довольно сложная судьба. Он несколько раз сгорал, страдал от бомбежки. Только каменное основание стены, выдержавшие все это, говорят, что они повидали виды. Первый раз замок ломает Токугава, который впоследствии объединяет Японию. Он отстраивает еще больше, еще лучше, еще красивее замок, но не проходит и 50 лет, а он сгорает от попавшей в него молнии. Следующие пару сотен лет тут пустырь на каменном основании. Потом замок отстраивают, но в 19 веке при свержении сёгуната замку и постройкам вокруг него снова достается. Ну и Вторая мировая война тоже делает свои отметины. Вкратце говоря о содержании замка, тут есть различные макеты, а инсталляции с ЖК-панелями проигрывают сцены из жизни того времени. А еще здесь можно найти реально интересные сувениры. И пускай замок свежеотстроенный музей, зато посмотрите, как хорошо он дополняет город. И разглядывать окрестности с него одно удовольствие. Но все-таки самое приятное — это гулять вокруг замка, смотреть на эти рвы, стены, воздвигнутые нечеловеческим трудом. Да и в конце концов хотя бы на вот этих черепах, которые, возможно, были очевидцами свержения сёгуната. Что это за красота? Лепестки такие толстые. Ой, это скоро будет распускаться. Что это за танхуа дневная? Что самое интересное, проходящие японские тетушки спрашивали у меня, как называется это дерево. Запах мне напоминает цейлонский чай с лимоном. А еще здесь много котов. Они здесь просто повсюду. Правда, попали сюда они, конечно же, не по своей воле. В парке можно видеть вот такие таблички, гласящие, что выбрасывание и издевательство над домашними животными – это преступление, и наказание тоже за это суровое. Занимающихся спортом здесь тоже хоть отбавляй. Здесь прям царит атмосфера здорового образа жизни. Стоит только ступить на территорию парка, как твоя походка меняется на спортивную. Чуть не подскользнулся. Но нельзя же по ступенькам так сбегать, мотыляя головой. Ну, знаете, неоднозначное впечатление по замку. Главное, приходя сюда, не забывать, что ты приходишь в музей здания 1997 года. То есть внутри ты не ощущаешь какой-то такой исторической связи. Но, тем не менее, внутри имеются какие-то макеты, какие-то предметы из того времени, интересные объяснения. Ну и плюс к тому довольно красивый вид на город. Но снаружи мне действительно понравилось больше. Вот эти все рвы, камни с этими отметинами истории, разрывы снарядов там и прочее. Да, и не только историческая часть, сама атмосфера намного живее, как-то интереснее. Кругом бегают люди, спортсмены, то есть, знаешь, прям
Прям смотришь на это все и так заряжаешься, и думаешь, и немножко завидуешь, и думаешь, эх, если бы я жил здесь рядом с этим замком, я бы тоже каждое утро или вечер тут бегал, занимался. Пойду я лучше что-нибудь поем. Подождите, чуть не забыл сказать. В парке еще была временная капсула Экспо-70. Она будет иметь отношение к одному из мест, в которое мы пойдем. 14 метров 370 сантиметров. Порекомендуйте кто-нибудь хороший курс 3 класса. На улице было пасмурно, начинал покрапывать дождик, и я решил заглянуть в Киссатен. Место, где ты можешь почувствовать ретро-Японию 50-х, 60-х. По внутреннему дизайну они все разные, но объединяет их атмосфера уюта. Оставлю все звуки как есть, чтобы вы могли прочувствовать это место. Я заказал чай с оладьями, но мне принесли коробку спичек с фирменным названием. А в Киссатенах могут быть курящие, поэтому имейте в виду, если решите заглянуть. К моему счастью, курящих не оказалось. Общаясь с этой милой пожилой парой, я узнал, что это кафе здесь 1955 года. Частные кофейни постепенно уступают место Старбаксам и прочим сетевым кофешопам. Но я не думаю, что они исчезнут, так как японцы любят уютные, наполненные неповторимым шармом места. А вот таких ретро-киссатенов уж точно больше не станет, поэтому рекомендую заглянуть. Как и любой другой город, Осака она тоже разная. Есть такая, шумная и липкая. Осака, наполненная гулом торгашей и товарами на осакскую тематику. Ну и, конечно же, с местным юмором, а куда же без него. Есть суетная бизнес Осака. Есть Осака с милыми бутиками, креативными студиями, дизайнерскими кафешками, котами-зазываками и прочими интересными решениями, как, например, вот это. А есть Осака, где классно жить, с улицами как с картинки. Вот здесь все просто утопает в зелени. А как вам такой вариант? Разместить часы на стене, чтобы всем было удобно. Дома здесь тоже на любой вкус. Кто-то строит на традиционный японский лад, кто-то так или иначе восхищается западным стилем. У кого-то очень сложное решение с Рождеством 365 дней в году. А смотря на эти врата, думаешь, то ли это дом, то ли за забором представительства какой-либо страны. А у кого-то вот так, мило и открыто. Ну а чьи-то дома уже ветшают. И тут снуют вот такие персонажи с папками, предлагая различные услуги. Сделать ремонт или кондиционер заменить на новый. И так как земля здесь тоже только дорожает, то риэлт-менеджеры держат руку на пульсе. И почтовые ящики в стареньких домах забиты листовками с заманчивыми предложениями. Ну а в этом замке невероятно вежливые люди живут. Они даже вазелин и алоэ оставили на стеночке специально для тех, кто решит перелезть их ограду. Вот она, японская мотонаси. Другое объяснение этим двум предметам я не нашел. Еще я заглянул на специально выделенную площадку, где компании строят демонстрационные модели домов. Тут расхаживали молодые семьи с родителями, и у меня несколько раз спрашивали: а вы сегодня одни? Без супруги пришли?
Не судите строго мой вкус, но мне приглянулся вот этот милый трехэтажный кубик, и я посмотрел его чуть подробнее. На первом этаже кухня и полноценное жилое пространство, чтобы проводить весь день. На втором этаже комната с татами и большими окнами, что очень необычно для японского жилища. Спальня, какое-то подобие закрытого балкона, ты свежим воздухом наслаждайся и в то же время как бы внутри дома находишься. Небольшой зал и детскую я успешно забыл заснять, так что извиняйте. На третьем этаже без комментариев, тут просто улет, смотрите сами. Ну и наконец на крыше у нас небольшое пространство, на котором большинство японцев устраивает мини-садоводство. Жилая площадь этого дома 330 квадратных метров. Стоимость такого дома 900 тысяч американских долларов. А еще земля. Если считать в районе, который только что мы посмотрели, то 2200 за квадрат. Под сам дом нам нужно 120 квадратов. Но вы же не хотите, чтобы ваши большие окна упирались в стенку соседей. Поэтому добавляем еще хотя бы по 2 метра с каждой стороны, чтобы дом мог дышать и вы хоть какое-то деревце могли посадить. А с одного бока добавим скромные 3 метра, так как, скажем, у вас есть автомобиль, мотоцикл, который нужно где-то размещать. Вау, нам уже нужно 238 метров, а это еще вот столько. Ну вот, примерно $1,5 миллиона готовьте, чтобы жить более или менее красиво. Хотя большинство семей строят вот такие простые коробочки с деревянным каркасом. И раз уж затронута тема жилья, то давайте посмотрим, сколько стоит съемное жилье в центральной части города. Я присмотрел такую однокомнатную квартиру. Значит, у нас тут полочки для обуви. А дальше тут стиралку можно поставить. Поворачиваем, и тут кухня у нас на 2 комфорки. Значит, место под холодильник. И тут санузел, все вместе. Классный умывальник вообще. И огромное зеркало. Вообще классно. И туалет. Туалет без дверей. Как мне сказали, это американский такой вариант, где умывальник и туалет, они только стеночкой отгорожены, никакой двери нету. Идем в ванную, ну, обычная пластиковая ванна небольших размеров и, неплохого размера зеркало. Возвращаемся и, собственно, движемся в саму комнату. Это большая комната по стандартам, по японским меркам. Целых 19 квадратных метров. Обычная комната примерно 12 квадратных метров. Смотрите, какой большой балкон. Опять же, по японским меркам. Ну и вид на город, конечно же, оставляет желать лучшего. Кьюман Н. 90 тысяч йен. Все вместе. Да, июнь в Японии это не только вам солнышко и лимонад, а еще сезон дождей. Вы знаете, а я решил не спорить с погодой и отправился в такое место, жителей которого дождь особо не беспокоит. Печеньки, рыбки, еще рыбки, снова рыбки, рыбки-головоломки. Но вы уже и сами догадались, что это за место. Прекращаю томить вас ожиданием. Итак, Осакский аквариум Каюкан. Пойти сюда, возможно, было лучшим спонтанным решением в Осаке. Пройдя завораживающий туннель, к своему удивлению, ты попадаешь в смесь леса, скал и воды с их обитателями. Одни без страховки выполняли такое фрисоло, которое даже Алексу Хональду не снилось. Другие наслаждались менее рискованным образом жизни. А далее ты начинаешь погружение под воду.
камера порой не могла сфокусироваться, а я, зачарованный этим зрелищем, забывал прочесть, кто есть кто. Были и милые создания, и зубастые. И Себастьян из «Русалочки» тоже был. Далее пингвины, ловящие манну небесную. Но все-таки вот эти друзья самые забавные обитатели аквариума. Игрушкам они находили самое разное применение. Интересно, как они тюнинговали свои хвосты этими поплавками. Ловко подцепив игрушку и повесив на нее свой хвост, они рассекали по аквариуму. Двинув дальше, я вдруг замечаю надпись на полу, предвещающую долгую прогулку, при том, что я уже здесь минут 15 хожу. Да, не напрягаясь, пару часов тут провести можно. По ходу движения есть лавочки, чтобы передохнуть с пути, кафе, чтобы подкрепиться и двигаться дальше. А дальше был вообще космос. Ну чем не корабль из будущего от правнука Илона Маска? И окончательное глубоководье. У кого-то здесь был тихий час, но их будили, чтобы играть, то ли нагло просили подвинуться. Ну и как в любом государстве, конечно же, были отрицательные персонажи и их предводитель. А куда ж без них? Да, и еще здесь затронута тема отхода пластмассы. Вот эта куча пластика была найдена в желудке китовой акулы. А эта расческа стала причиной ее гибели. Дело в том, что эта безобидная акула в поисках планктона плавает большую часть времени в поверхности, всасывая и фильтруя огромное количество воды. Пластиковые пакеты и прочие предметы, попавшие ей в рот, оказываются причиной смерти рыбы. Кстати, в рамках программы «Цели устойчивого развития» наконец-таки в Японии с 1 июля пакеты в магазинах становятся платными. И люди с милыми авоськами многоразового использования уже все чаще и чаще встречаются на улице. И я не мог не показать вам вот этих обитателей аквариума, иначе и не скажешь. Аквалангисты вообще герои, вы только посмотрите, как старательно они делают свою работу. Прям вот так? Пылесосить грунт вручную? Да, и тут мы подошли к вопросу, как живется здешним обитателям. Это не только кормить и слегка убирать, проверка состояния животных, анализ экскрементов, на все это большая бригада аквалангистов. Ведь аквариум – это не только место развлечения, он еще и играет роль в научно-исследовательской деятельности и является местом по изучению жизни животных. И многие студенты-исследователи подрабатывают здесь. Видно, что персонал любит свою работу, а это немаловажный фактор, чтобы жители этого аквариума чувствовали себя хорошо. Конечно, говоря о дельфинах, возникает двоякое чувство. Ты рад их видеть, и в то же время мелькает мысль, должны ли такие высокоинтеллектуальные существа находиться здесь. Для себя я пришел к такому выводу. Не только дельфины, но и другие животные, они здесь как на работе, так сказать, в долгосрочной командировке по воле судьбы ради нас, людей, чтобы мы познавали наш мир и учились беречь его. И хочется лишь, чтобы они здесь чувствовали себя максимально хорошо. И я с большим удовольствием заплатил эти 2400 йен за вход, чтобы жители этого аквариума могли и дальше комфортно трудиться. Сегодня пойдем по особому маршруту. Место, до которого доходят немногие туристы, но оно очень символичное для Осаки. И сначала я хочу позавтракать и показать вам одно интересное местечко, которое я откопал. Думаю, оно вам понравится.
Как я уже говорил, японцы любят разыскивать маленькие и уютные места, где вкусно готовят. Вот это то самое место. Тут невероятно вкусные котлеты хамбагу. Не верите мне? Можете спросить Ватанабе Кена, ну или вот этого, самого образованного футболиста в мире. Похоже, разные известные личности сюда наведываются. Правда, я никого другого не узнал. И, собственно, сама котлета и креветка. Наслажусь технологиями 20 века. Как классно стоять под кондиционером после уличного пекла. Здорово-то как. Итак, поехали. Парк Экспо-70 появился благодаря одноименной выставке 1970 года. Тема выставки была «Прогресс и гармония на службе человечества». 76 стран-участниц навезли всего, кто чем гордился на тот день, и экспонировали это все полгода. Выставку посетило 64 миллиона человек, и тут мы узнаем, почему осакцы стоят на правой стороне эскалатора. Все дело в том, что город был наполнен иностранцами, большинство из них на эскалаторах держались за правый поручень. И чтобы избежать беспорядка и лишних заторов, осакцев также призывали становиться на правую сторону эскалатора. Вот, они такие послушные до сих пор на правой стороне. Хотя, знаете, с недавнего времени хождение по ступеням эскалатора считается опасным действием и просят просто стоять смирно. В музее выставки есть интересные макеты, предметы того времени. На 15 минут можно заглянуть. И даже дедушка Вова здесь. Мне понравилась вот эта ретро-ладошка под попу. Здорово-то как! Японцы все-таки продумали, это не просто ладошка под попу, блин, классно сидеть. Вот сейчас все кинулись покупать электросамокаты, велосипеды на батарейках, да? Они стали очень популярны. Но смотрите! 1970 год. Они были уже. Гляньте, какой он классный. Как холодильник. Все модные, красивые, молодые. Сейчас уже бабушки, дедушки. И еще, Осака снова выбрана местом проведения выставки. Тема Экспо 2025 «Проектируем будущее. Общество для нашей жизни». На искусственном острове Юмасима уже идут приготовления. Давайте надеяться, что на планете Земля все будет хорошо и выставка удастся. Мы забыли с вами про самое главное, про это белое чудо на входе в парк. Его оставили в память о выставке. Называется это сооружение Башня Солнца. У него есть 3 странных лица, которые, как оказалось, несут в себе смысл. Лицо сзади на спине, черное солнце, ассоциируется с темным прошлым, которое уже позади. Лицо в животе ассоциируется с настоящим временем, оно уродливое, есть над чем работать, есть что улучшать. И третье лицо вверху ассоциируется со светлым будущим, к которому человечество стремится. Ну не знаю, в светлое будущее тоже верят не все, поэтому и это лицо может показаться не самым привлекательным. Этот парк – одно из самых любимых мест у осакцев. Размеры у него гигантские, чтобы его весь обойти, нужно с собой захватить бенто, так как в пути ты проголодаешься. В 2 словах, тут можно найти занятия на любой вкус. Пруды, катамараны. Почему бы в лесу и в маске не делать домашку? Фотосессия – это вообще святое. Нет, ну правда, активный отдых на любой вкус. Можно бесплатно погреть ноги в онсене. Экоригурайдус, как он на канджи. Можно зайти в ванну на 10 минут. Ну что ж, пойдем.
А вот как парк выглядит весной во время цветения сакуры. Так, ну и на этом я прекращаю спойлерить, показал вам примерно 20% парка. Нам нужно еще успеть в одно место, поэтому сматываю палатку. Многие, наверное, слышали фразу «голодный человек, злой человек». Так примерно и говорил один японский предприниматель. А мир наступит тогда, когда все будут сыты. Вторая мировая война окончена, японцы не доедают, страну нужно восстанавливать, нужно было как-то всех быстро и легко накормить. Из Америки поступает мука, и из которой делают хлеб, и поощряют японцев есть этот хлеб. Ну, японцам хлеб, какой хлеб? Им лапша всегда ближе была. И в это время у себя в сарайчике местный предприниматель ставит эксперименты по приготовлению лапши быстрого приготовления. И вуаля! Ему это удается. Так на свет родились всем известные роллтоны, анакомы и дошираки. В музее целая стена и часть потолка улеплены всеми существовавшими модификациями лапши. Одни из самых популярных – вот это и вот это. В музее воссоздан сарайчик, в котором Анда экспериментировал с приготовлением лапши. Вот интересно, от лапши до Кремниевой долины все великие свершения происходили в гаражах да сарайчиках. Прикупить себе, что ли, сарайчик какой-нибудь на окраине города. Тут же показан первый отлаженный процесс производства. Первый автомат по продаже лапши в стаканчике. Ну что ж, сделаю я свой кастом доширак. Получив стаканчик, тебя просят написать дату. И я так полагаю, чтобы ты не наехал на них, когда съешь просроченную. А дальше волен рисовать, что хочешь. Какой-то цыпленок у меня несчастливый. Ну и собственно сам процесс. Он примерно такой же, как в Subway, правда местами более захватывающий. И вуаля! Стаканчик лапши готов. Цыпленок, ты счастлив? Ну что ж, спасибо, дедушка Мамафуку. Пойду заварю. Будет шанс, обязательно пробуйте. Вы знаете, можно еще долго продолжать рассказывать о разных интересных местах. Но цель этого выпуска – попытка передать настроение города и прочувствовать его вместе с вами. Я постарался передать вам Осаку, какой я ее ощущаю, а все остальные интересные места оставляю для вашего открытия. А для этого просто нужно не торопиться, убежать с главных туристических мест и позволить городу проникнуть в тебя.